В прошлых сериях мы отправились из штата Ассам в индийский закрытый штат Сиким в город Гангток. Друзья, мы идем, ищем какой-нибудь ресторанчик. Вот такие вот тут горы, то вниз, то вверх. Это еще не самая крутая горка, не самый крутой подъем. Короче, дофига отелей. Мы в первую попавшуюся недорогой залезли. Может, что-то еще дешевле можно найти. Вот, например, вот такой. Но там что-то, я по окнам вижу, что там жесть. Трусы что-то висят. Сушатся. Смотрите, как сделано водопровод. Короче, вот так вот прям на улице. Вот так вот прямо идет. В каждую квартиру отдельный водопровод. В принципе, как и провода. Друзья, ну вот мы вышли на улицу, где мы, кстати, проезжали. Вот здесь вот в эту горку я уже не мог ехать со своим грузом. На первой скорости кое-как, короче. С места, ну тут, понимаете, даже останавливаешься и пытаешься тронуться, нужно очень много усилий приложить к байку. И вот он, короче, пердит, еле-еле, короче, джик-джик-джик-джик, вроде раз и поехал. Вот, то есть нужно проехал 5 метров, остановился, и вот так вот, короче, едешь. И вот там вниз далеко-далеко. Меня, кстати, тут полицейский один остановил. Ну, мы ехали. С Леной он нас остановил. Что-то пытался посмотреть, поговорить. Я говорю, типа, you speak English? Он, ладно, проезжай. Короче, друзья, мы нашли тут проход какой-то. Google карта нам показывала, мы не заметили его, а он вот он есть. Вот какой-то ресторанчик. Ну, это индийский. Да, мы же находимся в том месте, где должны быть момошки. Это национальное блюдо тибетское. Так что... О! Короче, мы поднимаемся в самый верх. Ух ты, ничего себе. Такой звук нежный, мягкий. Фу. О, а тут у нас какой-то Арбат, наверное. О, ничего себе. Нам нужно какой-то ресторан с хорошим видом. На Арбате куча магазинов, куча отелей и куча храмов и ресторанов. О, мы нашли какой-то ресторанчик, видимо, он такой, уже пошарпанный, ну, наверное, он древний. Ну, как в Мегалае таскают. Оу. Ганди. Мы идем в ресторан Dragon Walk. Не знаю, что там. Так, по ценам сейчас узнаем. Здесь есть то, о чем мы мечтали целых 3 года. Ура, куда мы забурились? Здесь есть суши. Не суши, а роллы. Роллы с красной рыбкой. Но на самом деле, когда последний раз ел красную икру в Индии, я отравился. Икру? Рыбу? Рыбу, да. Короче, давай по ценам быстренько пробежимся. Вы смотрите и внимайте. Я не буду ничего говорить, потому что быстро. Короче, вот чикен момо здесь 200 стоит, со свиньей момо 200, с говядиной 200. Все, короче, слюнями сейчас подавлюсь. Столько всего и столько так аппетитно все так выглядит. Вот то, что вот красное здесь кругляшок, это значит не вегетарианское. А то, что зеленый кругляшок, вот здесь вот будет зеленый кругляшок, это значит вегетарианское. Но здесь все не вегетарианское. Смотри, мотоциклы Royal Enfield пожарные. Это получается, фаер-станция и пожарные мотоциклы. С огнетушителями ездят. Так, друзья, мы, кстати, идем в магазин Макс, потому что Лене нужно купить кроссовочки. Что? Потому что Лене надо купить кроссовочки. Друзья, я на днях утонула. Лена утонула в дрезине. Меня засосало. Я хотела сказать, что никогда не завидуйте. Никогда не завидуйте, потому что вы не знаете, через что прошел человек, которому вы завидуете. Вот и мой кроссовок тоже прошел по грязи. Многое повидал.
Белицкий впаривает. Короче, мы идем в магазин Макс, я уже это говорил. Блин, ну на самом деле тут вообще интересно. Вот идешь по улице и просто офигеваешь тут от всего. Во-первых, с того, что здесь улочки такие узенькие, вот для пешеходов. То есть тут в основном машины Для ездят. пешеходов вообще их нет. Не, там были же, там типа такой пьедестальчик небольшой. Точно. Вот, смотрите, вы обращайте внимание, какие тут вообще горы, то есть вот тупо асфальт везде. То есть зеленого участка вот только там, например. А тут везде вот бетон, асфальт, все. И асфальт с такими вот камушками, чтобы это сцепление лучше было. Так, я не знаю, мы правильно идем, неправильно? Ну, примерно так вот. Ну, в принципе, тут, ну, это же Индия все равно, так что тут все, в принципе, похоже, но с добавлением, там, например, чего-то тибетского, кухни. И, кстати, да, городок уютный, чистый и похож такой какой-то смешанно такой инди-стайл с Европой, какое-то такое все, и Тибетом, да, как будто вот, короче, офигенно, мне нравится. И отель у нас шикарный, за 800 рублей, друзья, офигеть. Был бы еще вид на горы, было бы вообще супер. Вид на горы стоит 1500, по-моему, или что-то там 2000, он сказал. А вот здесь вот поворот на в наш отель, туда вот такой вот, вот оттуда съезжал, вот так вот все, ну нормально прошло. В принципе, вниз нормально идет, а вот вверх тяжеловато. Вот, например, тут вот подъем где-то градусов 30, наверное. Ну, то есть вот так вот стоишь в пробке на байке. Ну, представляете, да, вес 50 килограмм сзади, и еще плюс Лена и плюс я. Короче, байк чуть ли назад не катится, даже когда ты на тормоз жмешь. То есть тормоза даже. Ну, передний тормоз вообще не держит, потому что весь вес идет назад, и передок просто поднимается. И скользит, короче, колесо просто переднее, все. 350 плюс куча веса, это, ну, мало. Надо хотя бы 500-очку, хотя бы, а лучше 650. Вот такой вот вид, друзья. Смотрите, какие тут сосновые деревья какие-то. Я не знаю, что за деревья. Вон там горы такие. О, смотри, какая пальма, как папоротник. Я их никогда тут не видела. Тут там внизу. А, он плюс плюет стоит. На кого-то плюет сверху. Была бы зумирующая камера, можно было бы показать, как облака садятся на гору. Да. Но у нас такой нет, к сожалению. Или наоборот, летает в гору. Тут какой-то лесопарк. Ну, лесопарк, не лесопарк, короче. Внизу парковка и деревья. А то я говорю, что везде бетон, асфальт. Асфальт нет, вот здесь вот зелень есть. Еще. Воздух, кстати, здесь такой загазованный. Мы когда ехали всю дорогу, получается, мы в Западную Бенгалию, как с отеля уехали, в Западной Бенгалии, и приехали в другой отель, вообще дорога ужасная, просто разбитая. Как только въехали в Сиким, немножко, буквально километров, может 5, а вообще шикарная дорога была, а потом просто трэш начался. Разбитая, ремонт идет, еще что-нибудь там. Короче, вот так вот. Ну а здесь горы. И там, кстати, тоже, когда мы ехали, горы. Провода, конечно, корпус. Вот мы нашли более-менее обзорную точку, где видно горы. И футбол. Мы с горки спускаемся, потом идем в гору. Да, потом я это именно и хотел сказать, что сейчас мы, короче, с горки идем такие, а потом-то нам в гору идти. А, блин, подъем-то 30 градусов, нифига не легко. Кстати, интересно, что пробка только в ту сторону, а в эту сторону, ну, вот сюда вот пробки нету. Воу, смотри, какие деревья. Слушай, а это не... Лена, это не кедр случайно? Друзья, напишите, что за дерево, наверняка кто не знает. Такие ровные стволы у них, высокие. Тут рукотворный водопадик. Ну, скорее всего, это стоки, конечно. Не скорее всего, так и есть. Лена говорит, как же мы отвыкли ходить пешком. Постоянно на байке. Так дома хаотично построены. Какие-то так, какие-то так. Ни один не покрашенный почти. Вот только этот. Но уютные такие. Вот там, например, такие шторки уютные, цветочки растут. О, viewpoint на водопад. Нам, кстати, идти где-то около 2 километров всего. Но просто это в гору, с горы в гору.
Вот в таких домиках тоже люди живут, сушатся, трусики, там, носки. О, кстати, друзья, алкогольный магазин. Что, спросим, сколько здесь Kingfisher стоит и Old Monk, если тут он, конечно, есть. Hello. Hello? How much Kingfisher premium? 85. 85, 95. Ага. You have Old Monk? Old monk. 750. 750 is 260. 260, 260 получается. Ага. And 255. you know, как local алкоголь? 750. What name? Tista. Тиста. Тиста? Это река такая есть. It's a river, yes? Tista whiskey. Sikkim product. Ага. Стоит она... how much this? 430. А? 430. 430, 430. Я решил одну тисту взять за 110 рупий. Протестим сегодня. Вкуснятина, не вкуснятина. А тут бамбуковый лес. Странно, что здесь панд нету. Может, съели всех. В Мегалае, кстати, мелких зверей все местные съели. Там остались только слоны. Да и то редко встретишь. Обезьян почти нет. Птичек, кстати, они съели всех тоже. И мне кажется, они и людей ели. Потому что там у них жрать нечего было. Это на полном серьезе. У них картошка вот такая. У них даже национальное блюдо такое, что там какая-то помесь чего-то, овощей каких-то. И пахнет это все не очень приятно. И вот такие вот картошечки. Если вы смотрели опять же наш влог, вы, наверное, это должны были видеть. А вот здесь что-то уже такое прям интересное. Да, ну, постройки такие. Ну вот это тоже интересно, да? Балкончик тут есть. Так. Где-то вот здесь вот должен быть магазин Макс. Кстати, алкогольных магазинов здесь много, и они не зарешочены, как в обычной Индии. Ну, где-то в других штатах. Обычно в Индии, ну, в других штатах, там обычно зарешочены все вот эти магазины. И они где-то в захолустье, их спрятаны вообще. То есть их нету, вот так вот идешь по улице, ты их не увидишь. Надо зайти куда-то куда-то во дворы, и только там увидишь. А тут вот, пожалуйста, идешь как в Гоа, так же все. Погода, кстати, здесь комфортная. Вот я иду в футболке, и мне хорошо, по крайней мере сейчас. Что будет вечером, я не знаю. Но когда мы ехали, сюда въезжали, было прохладно. Когда возле речки едешь, там от нее прям холодом веет. Потому что это, скорее всего, ледники тают. Вот опять же отель какой-то. Ну, отели дорогие. Вот мы проходим по этой улице по 3000. Мы заходили только что. Ой, ничего себе, там что-то идет. Пойдем, зайдем. Какая-то служба. Как вкусной едой пахнет. Это похоже чей-то дом, на самом деле. Это монастырь похоже. Крутите барабан. Пойдем? Тут, кстати, дети не стесняются. Они как-то без стеснения вообще совершенно. Так, что-то мы отвлеклись, мы в магазин вообще-то шли.
Короче говоря, мы пришли не туда. Нам куда-то вниз надо. Как-то вниз надо. Шли мы в магазин Макса, а пришли в Буддийский монастырь. Короче, идем куда-то непонятно. Ну, такие переходики между дорогами. Тут есть вот дороги вот такие вот параллельные. И между ними такие переходики вот есть. Вот, например, вот такой. Ну, мы надеемся, что это переходик. Мы, короче, ошиблись. Это был просто спуск в чью-то квартиру. No паркинг. Остроумно. Вот такие вот здесь стоки. Красиво. К нам медвежонок прибился. А плен не отстает. Косолапый. Слушай, на медведя реально похож. Мордой. Чешется. Ладно, пойдем. Это не его территория. Короче говоря, этого магазина больше не существует. Его уже закрыли. Я только что прочитал отзывы. Вот, друзья, смотрите. Прежде чем пойти куда-то по точке, нужно посмотреть обязательно отзывы. Ну, что там вообще пишут. Например, вот здесь написали, это магазин уже давным-давно закрыли. Это 8 месяцев назад было. Начинает. Смотрите, вот так вот и сидушки и рвутся. Прибежит какой-нибудь рыжий кот и начинает драть ее, драть со всех сторон, везде, везде, везде. Массаж делает сидушки. А потом приходишь, а у тебя вся седлушка изорвана. Вот частенько такое в ГА происходит. Со всех сторон наподрал. Ну ты вообще дикий кот. Все, пошел. А теперь мы ползем обратно в гору. Цветы похожи на подснежники. Еще вот такие отели есть. Короче, на отеле есть на любой вкус и цвет и запах. Как же я давно в футбол не играл. А вид-то какой, друзья. Посмотрите на эти горы. Футбол с красивым видом. Тут, кстати, где-то есть гора. 8000, 8500 или 8800, что-то такое. А наш отель где-то вот там. Вот. Решили пойти по другому пути. Немножко по живописному, можно сказать. Лена захотела конфетку. Короче, это какая-то кокосовая конфетка. Да. Ну, давай. Сейчас будем пробовать. Жвачка? Ириска. Ириска. А, и еще тут продаются какие-то орешки. Называется Хурпи Супари. Ну, нам сказали, что это что-то вроде в рот засовываешь и держишь. Да, ну это скорее всего это типа пана, что же, наверное. Ну, какие-то, Лена говорит, орешки, думала, необычные. Короче, мы пошли во дворах посмотреть, что тут есть. Тут вот, опять же, живописные стоки. Блин, вот это реально прикольно сделано. Так вот. Ну, это хотя бы как-то интересно. Вот, тут квартиры чьи-то. Тут люди живут. Вот такое эхо было. Не знаю, мы там пройдем, не пройдем. Но я надеюсь, что мы пройдем. Но вообще-то там вот какие-то, ну, люди ходят. Значит, как-то туда к ним можно пробраться. О! Вау! Вот это да! Вот это да! Друзья, это офигеть! Это просто офигеть! Тут опять что-то жилье. Белочка лежит. Мы забрели в какие-то трущобы, не знаю. Может и нет. В Варанаси, когда мы были, мы зашли в кафе, и там такая собачка была. Сказали, Да, что кстати, похоже. ее бросили. Такая же порода. На столе собака лежала. Тут не пройти. Зато можно здесь пройти. Так, нам, по-моему, сюда. Самое интересное, что здесь вообще дома такие все разные. То есть идешь по улице,
И дома все разные, так хаотично построены. Мы опять в гору идем. Тут можно чайку попить. Ау. А еще я заметила, что я здесь постоянно встречаю улыбки на лицах людей. И улыбаюсь им тоже взаимно. В отличие от Мегалая, где мы имели... Ну, короче, где мы... Я запыхалась. Короче, в отличие от Мегалая, где люди просто с каменными лицами какими-то ходили, здесь все улыбаются. Самое интересное, что они сами какие-то все комичные. Не знаю, на Джеки Чана похожи. У меня, может, ассоциации просто такие, что они какие-то комичные. Но они реально какие-то веселые, на позитиве постоянно. Фух, гора. Мы, кстати, мне кажется, уже почти пришли. Но мне так только кажется. Вот эту надпись я видел. Ты не помнишь? А я, по-моему, если Лене кто-нибудь улыбнется, Лена сразу в улыбке расплывает. А ты? Мне тоже, наверное, когда человек улыбается, от улыбки станет всем теплее. Ну, песня там такая есть. Блин, короче, нет, мы здесь не ходили, по-моему. А, все, вспомнил. Вот эту машину я помню. Да. Мы здесь ехали на байке. Вот отель тоже есть какой-то. Не знаю. Нас, в принципе, наш отель устраивает. Но мы что-то ходим, спрашиваем. Там, в том районе, где мы искали магазин Макс, там все отели по 3, 1,5. А здесь мы за 800 нашли. Здесь, наверное, тоже дорогой отель, наверное. 1003 будет стоить. Такие тут завороты, горки. Прям реально вот постоянно вроде, как бы дорога вроде... Короче, вот такие вот завороты везде, подъемы в гору. Весь город такой. То есть ровные площадки, только вот футбольное поле, мне кажется. Все остальное вот именно такое. Горки вниз, вверх. А вот и наш отель уже. Все, мы почти пришли. Вот он. Юнипер 3 хоту. Надо воду купить еще. Сначала. Вот это наши окна. Это наша парковка. Сейчас мы пойдем воды купить. И пойдем на крышу. Покажем вам вид с крыши. Друзья, это крыша. Но, блин, она застекленная. Мы на другой рассчитывали. Ну, тут можно конференцию проводить. Сидеть там, что-нибудь делать. Жалко, что нам горами не полюбоваться. Да, только вот так вот. Окошко. Ну, тоже вид неплохой, да? Как вы думаете? Напишите в комментариях, как вам вид. Там прям вообще гора вот так вот вверх идет и туча под горами, грубо говоря. Ну, ниже гор. Мне нравится этот городок. Ну, штат, в принципе, тоже. Вот там вот высотку построят, там вообще вид офигенный будет. Мы вышли на вечернюю прогулку, и в первую очередь, что нужно сделать, это крепко подкрепиться. Для этого мы выбрали кафе, называется Tasty Tibet. Дорогие наши зрители очень любят меню, давайте посмотрим. Цены примерно одни и те же, как и в предыдущем кафе, буквально подешевле рупий на 10. Все. Вид у нас будет вот такой, на Арбат. Но это здесь самая главная улица, такая... пешеходная такая достопримечательность. Короче говоря, мы заказали что-то непонятное, ну, для нас, потому что мы такие названия не знаем. Это какой-то салат с майонезом и овощами. А второе блюдо мы тоже, ну, там какое-то написано, что-то мясо и еще что-то написано. Мы не знаем, что это такое. Мы заказали, а это оказался... Горячий, осторожно. О, какой горячий. Что у нас там внутри-то? О, какой сочный таз. Давно мечтали. Я посмотрим, что там трепанацию сделаем. Давай. Сейчас вытечет все. Это там внутри мясо. Короче, супер. Беляшек
по-тибетски. Очень вкусный, сочный сок и жирный. Ну, блин. Давно я мечтал о беляшке. Я как раз, кстати, в Гоа мы жили, а там вот эти самосы, все такое, пицца, все такое невкусное. Ну, в смысле невкусное. Вкусное, конечно, но надоедает очень быстро. А вот такой вот еды в Гоа не хватает. Вот этих вот таких беляшиков, всяких пирожков, там, пирог с картошкой, например. Не вот эти вот, не самосы, а именно пирог с картошкой и с фаршем, например. Такую подушку сделали для удара головой. Видать, много людей здесь ударялось. Не один голову расшиб, скорее всего. Покакали, покушали. Держись, фу. А сейчас пойдем пощелкнемся. Арбатик. Вечерний Арбат. Так. Сувенирчики. Блин, я бы такую купила, если бы не наш рюкзак набитый. Просто уже все с собой это не потащишь везде. Вот смотри, байки тут тоже. Да, байки везде продают. И, короче, это воскресный Будда. Отдыхающие. Тут смотри, вот они сами. Мы слышим звук барабанов. Вот мы зашли сейчас купить овощей. Здесь все упаковывается, я хотела показать, в такие бумажные пакеты. И посмотрите, что здесь есть. Это папайя. Мини-папайя. Здесь очень маленькая. И какой-то вот такой вот сморщенный овощ. Жопка какая-то. Игорь, как всегда, все пошел. А это редька у них. Что? Короче, друзья, помидоры здесь стоят 140. Представляете, в Индии помидоры 140. Мы в Гоа за 25-30 брали раньше в сезон. Ну, в сезон, жаркий сезон. Ну что, друзья, попробуем вискарик. Всегда в Индии запаковывают в газету, чтобы не видно было, что там лежит. Ну, вообще, я не знаю почему. Короче, я взял вот такую маленькую, 180 миллилитров. Она стоит 110 рупий всего. Что как алка? Сейчас будем пробовать. Что алкаш-то сразу? Просто надо попробовать. Ты хоть бы футболку одел. Слышите эти звуки? Тут тишина. Сидим сейчас с Леной, пьем чай. И слушаем треск. Настало утро следующего дня, и мы сейчас только что... Мы сейчас находимся в отеле и сходили сейчас до локальной мамошницы. Ну, как локальной, там такая кафешечка небольшая, для школьников, я так понял. Тут очень много студентов, школьников, они туда забегают, там водички попить, там что-нибудь взять, так по мелочи. Порции 7 штук. Мы взяли Лене 2 и мне 2. Ну, мы знаем, потому что одной порции будет мало. Мы ели в кафешке на каком-то Арбате, там, я не знаю, это самый главный Арбат здесь. Вот, там стоили момо 200 рупий. Здесь они 60 рупий, и они просто офигенные. Они ничем не уступают тем, которые за 200. Ну что, друзья, я приехал в мастерскую. Опять Проблема все та же. Когда я поменял масло, звук не изменился. Заехал я в Асаме, в каком-то городке, в ремонтную. Там не определили, что за звук. Ну, тут наверняка мастера хорошие, потому что здесь не индийцы. Потому что индийцы, я не знаю почему. Я не знаю почему, у них не получается отремонтировать, они не понимают проблемы. Ну, у меня с тормозами, с нижними тормозами проблема, которые, ну, задними. Вот. Мне сказали, что это нормально, что, типа, они пропадают, потому что ты постоянно жмешь на тормоз, и он просто пропадает давление, и, короче, тупо нет тормоза заднего. Но передний-то есть, вот. Хотя я передним тоже жму. Вот. И он сказал, что это тоже нормально. Ну, не знаю. Мне кажется, это ненормально, потому что едешь с горы, тормозишь, все нормально, потом резко пропадает, и только двигатель тормозишь и передним тормозом. Торможение не происходит, особенно с горы, какой-нибудь градус, там 35-40 градусов. Сказали, что мне почистят цепь, проверят карбюратор, проверят воздушный фильтр и что-то с рулем. Ну, стук продолжается. Вот я как с Гоа уехал, приезжал во все мастерские, говорил про стук, никто ничего не говорят. Был в Асаме, сказали, что нужно поменять подшипник рулевой. Они проверили, они сказали, что все нормально, но стук остался.
То есть здесь сказали, что нужно просто подтянуть его, там, видимо, зазор какой-то появился, видимо. Нужно подтянуть его, и он пропадет. А когда я был в каком-то городе, мне его подтягивали, стук на какое-то время пропадал. Но он потом опять появился. Решил, пока байк ремонтируют, прогуляться немножко по окрестностям, полюбоваться видами. Вот такие виды. Ну, вот, тут люди живут в домике. Охренеть. Вот, и тут, короче, дороги такие, чисто вот здесь вот дорога вот туда куда-то вниз, 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 вниз. А если в ту сторону ехать, то там все время вверх, 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 вверх. И тут, вот, видели, сейчас чувак проехал. У него какая-то защита от ветра, наверное, скорее всего, это какая-то накладка. Ну, это одевается такой, типа, корсет. И они тут почти все в таких ездят. Сейчас температура где-то, ну, на самом деле, сейчас жарко, у меня спина уже вспотела. Сейчас, наверное, где-то 30-очка, наверное. Ну, сегодня солнце, а вчера весь день была такая пасмурная погода. Дождик иногда моросил. Вот такой вот асфальт вообще везде здесь. Вот с такими камушками для лучшего сцепления. Вообще везде. Вот опять же домик, тут тоже люди живут. О, viewpoint. Небольшой. Блин, вообще классно. Тут, кстати, вообще очень-очень много просто байкеров. Прям вообще дофига. И все ездят на... Есть такой мотоцикл, пульсар. Ну, наверное, все знают, что такое пульсар, мотоцикл. Вот, но он сделан под Гималаю. То есть есть мотоцикл, что Гималая. Еще говорят, что он похож на гуся. Вот, такой высокий, и они тут все на пульсарах ездят. Это как бы дешевле, он дешевле, чем Гималая, но я не знаю, намного, не намного. Вот, но смысл в том, что они все тут на пульсарах почти ездят. И на Гималаях, конечно. Тут потому что очень много гор, а это такой мотоцикл помощнее, чем... Вот Royal Enfield, например. Ну, вот этот вот, такие 350-е, мне кажется, вот редко на таких кто-то тут здесь ездит. Но лучше 500-очку брать. Фух, в гору поднимался. Надо мотоцикл менять. Тут Олега не послушал. Купил 350, а надо было 500-очку. Потому что он стоил дороже, он на 20 тысяч дороже стоил. А у меня тогда, ну как бы 20 тысяч, все-таки приличная сумма. Короче, мне... Это мой байк. Короче, говорят, вот про глушитель все говорят, подходят местные, говорят, это твой байк. Ну, здесь в мастерской ребята байкеры спрашивают. Я говорю, да, это мой байк. Он говорит, блин, офигенно у тебя звук. Но, говорит, это, типа, здесь не езди на таком звуке, говорит, потому что, это, типа, здесь нельзя с таким глушителем ездить. Ну, и это, в принципе, и вообще везде в Индии. Это, у меня глушитель стоит нелегальный. Ну, как нелегальный, потому что он не официальный, а он очень громкий. Я не знаю, почему он такой громкий, он раньше был не такой громкий, стал очень громкий. Но смысл в том, что даже если бы он был бы не громкий, то менять глушитель в Индии нельзя. То есть должен стоять официальный Royal Enfield. Я, короче, понял, это не корсет от ветра, это, короче, бронежилет. Вот чувак стоит. Это, кстати, полицейский. И он мне сказал, говорит, чувак, ты в курсе, что у тебя нелегальный глушитель стоит? Все здесь вот я приехал, и все мне об этом говорят. Да я знаю. Я, короче, ехал, когда сюда заезжал в город, меня остановила полиция, они что-то начали говорить. Я говорю, я не понимаю тебя. Ну, постоял, что-то там кому-то по рации что-то передал, номера посмотрел и сказал, ладно, езжай. Вот, полицейские ездят здесь в бронежилетах. Блин, здесь вообще такая природа, офигеть, горы, красотища такая, но дождь. Сейчас, на самом деле, еще, можно сказать, сезон. Но вообще сезон здесь, по-моему, с осенью. Зимой здесь льют дожди и даже снег выпадает. То есть здесь как поздняя осень зимой со снегом там. Ну, по крайней мере, я так думаю. Итак, я отправляюсь обратно в отель. डॉक्यूमेंट्स है आपके पास Listen. क्योंकि ये आपका मॉडिफाइड साइलेंसर है ना दिस इज अ मॉडिफाइड साइलेंसर दिस इज नॉट अलाउड ये साइलेंसर है ना ये मॉडिफाइड साइलेंसर है आप दिस वन Глушитель. नो दिस वन मॉडिफाइड साइलेंसर दिस इज नॉट एडॉप्टेड इन सिक्किम Блин. I'm from Maharashtra. I'm from Maharashtra. Maharashtra. You know? टूरिस्ट रहेछ के गर्नु टूरिस्ट just listen this is not available
Need change, yes? Change. Own bike this is. This is own bike. Yours. My bike. Мой. Yours. This is not allowed. Need change. Okay, okay. You change first. Okay. But I not can change now. I need go to. Where are you going? I am go to my hotel. Makato? Hotel. Resort. 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 Now I am go to resort. This is not allowed in Sikkim. Understand? जी. This is modify. आपका साउंड सिक्किम में अलाउ नहीं है आपका ये Yeah, understand. क्योंकि Yes. बहुत लाउड स्पीकर है ना इसका. I'm Toro. हाँ जी. कहाँ से आए? हाँ? से बाइक इंग्लिश में तो बुद्ध है. छोड़ दिया ना. Let's go. Okay, thank you. Короче, друзья, вот так вот все это и происходит. Каждый, там, не знаю, каждую поездку меня останавливают и говорят про мой глушитель, короче. Может, там дальше нормально, просто здесь обвал был. Блядь, чувак, я не смогу никак разрушить. А? Ну, лежать где, блядь. Ну ты, блядь, застряг нахуй, что лучше. Красотища-то какая! Высший гол!
Итак, друзья, мы приехали в следующий город, где-то в глубинке Сикима.